Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Мерабаляр, дорогие друзья! Сегодня я вас приветствую на турецком языке, потому что готовим мы ачма по-турецки. Очень вкусные, нежные бублики. Обязательно попробуйте. Мы уже попробовали на нашем мукбанг-канале. Это безумная вкуснятина. Ссылку на мукбанг-канал, а также на семейный канал мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, знакомьтесь, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Всем добро пожаловать! Мы будем рады каждому из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить турецкое блюдо ачма. Мы начинаем. Чтобы приготовить очень вкусные нежные булочки по-турецки ачма, нам потребуется для начала поставить тесто. Для теста мы возьмем 1 килограмм 100 грамм, здесь у меня уже просеянной муки, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 стакан или 250 миллилитров растительного масла, 14 грамм сухих дрожжей. Также нам потребуются белки от 3 яиц и 600 миллилитров теплого молока. Берем чашку, в которой будем замешивать тесто, отправляем все жидкие ингредиенты сначала. Это 600 миллилитров молока, 1 стакан растительного масла или 250 миллилитров. Далее белки отделяем от желтков вот таким образом. Пополам раскрываем и желток оставляем на одной из половинок. Затем перекладываем во вторую половинку. Все, белки у нас, получается, остаются в чашке. Желток у нас остается в скорлупе. Его в отдельную чашку перекладываем. Вот так. Точно так же поступаем с оставшимися яйцами. Желтки пока убираю в сторону. Они нам понадобятся чуть позже. А белки также отправляю в чашку, где замешиваю тесто. Сюда же отправляю 3 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку соли и 14 грамм сухих дрожжей. Если у вас дрожжи свежие, то это 40 грамм свежих дрожжей. Все хорошо перемешиваю. И потихоньку добавляю муку, замешивая мягкое тесто. Сначала вымешиваю ложкой, потом, когда уже сухие и жидкие ингредиенты соединятся, можно будет вымешивать руками. Все, уже смотрите, ложку можно вытаскивать. Жидкости практически не осталось, все уже соединилось с мукой. Очищаем вот таким образом ложку и убираем. Далее работать будем руками. Все, друзья, тесто я вымесила, оно получается вот такое мягкое-мягкое. Если я сейчас залезу опять в него руками, то к рукам тесто будет прилипать. Вот, видите? Вот такое тесто у нас должно с вами получиться. Таким образом, на выходе мы получим безумно нежные, как пух, турецкие булочки ачма. Все, дальше тесто закрываем пищевой пленкой либо пакетом, кухонным полотенцем и убираем в теплое место. Я просто заворачиваю в одеяло и оставляю на кухне на стуле. Нам необходимо дождаться, когда поднимется тесто. То есть примерно на час я убираю тесто в одеяло. Итак, друзья, прошел час, тесто у нас уже поднялось, сейчас я вам его покажу. Также для формирования турецких булочек ачма нам потребуются различного рода присыпки. Присыпки можно брать абсолютно разные, на ваш вкус, по количеству тоже не регламентируется. Сегодня у меня на столе кунжутные семена, семена подсолнечника и тыквенные семечки в очищенном виде. Далее 3 желтка, которые мы еще на первом этапе с вами отделили от белков, 1 чайная ложка йогурта и 100 грамм сливочного масла. Пока все эти топпинги убираем в сторону, смотрим, что у нас с тестом. Тесто хорошо поднялось, как видите. И необходимо его отпустить, выпустить углекислый газ. Вот таким образом обминаем его. Очень мягкое, приятное на ощупь, как пух, тесто. Далее я вооружаюсь весами, и мне необходимо тесто разделить на 28 равных частей. Я уже посчитала, это получается 75-76 грамм каждый кусочек теста должен весить. Вот таким образом теперь буду делить тесто на 28 частей. Дальше беру вот этот кусочек теста, вот так руками между 2 ладошками разминаю. Затем раз
И вот так вот эти вот края подгибаю вниз. Получается у меня сверху вот такой ровный красивый колобочек, все неровности внизу. И вот этим местом ставлю на стол. Когда я буду раскатывать тесто, соответственно, все неровности вот эти тоже уйдут. Все, устанавливаю вот так на стол. Учитывая, что тесто у меня дрожжевое, устанавливать на стол необходимо, соблюдая дистанцию. Вот так, 75 грамм, видите? 75-76 грамм. Обязательно соблюдайте расстояние, потому что тесто дрожжевое. Все, сейчас таким образом сформирую колобочки, затем покажу, что делать дальше. Все, друзья, шарики я все накатала. 28 ровно шариков у меня по 76 примерно грамм получилось. И теперь обязательно все это дело нам надо накрыть, чтобы они не подсыхали. Дальше, начиная вот с этих первых шариков, я буду работать. Сейчас покажу, что делать. Далее, друзья, делаем следующее. Берем кусочек теста, значит, и небольшое количество сливочного масла вот так сверху прям на тесто. Дальше прям рукой вот так разминаем, как бы вдавливая сливочное масло в тесто. И прям рукой вот так вот разминаем, как бы раскатываем тесто как можно тоньше. Не сильно надавливающие движения делаем, как бы тесто массируем вот таким образом. В разные стороны его раздвигаем и растягиваем как можно тоньше. Вот смотрите, вот такая вот пластинка из теста у нас получилась, тоненькая-тоненькая, аж стол просвечивает. А дальше аккуратными движениями начинаем закручивать в рулет. Вот так потихоньку, продвигаясь вперед, закручиваем в рулет. Все, друзья, вот такой жгутик первый у нас готов. Пока его убираю в сторону. Точно так же сейчас необходимо поступить со вторым кусочком теста. Совсем небольшой кусочек сливочного масла. И начинаем прям рукой растягивать вот так. Двумя руками сильно не давите, потому что тесто может порваться. Ну, даже если порвется, ничего страшного, конечно. Но вот такими вот легкими движениями как бы тесто массируем и в разные стороны его растягиваем. Вот так. Далее опять сворачиваем в рулет аккуратно. Постоянно пальчиками вот так вот выпускаем лишний воздух, чтобы рулет был скручен по возможности плотно. Вот так. Ладошками и пальчиками вот так поджимаем к себе, чтобы рулет был плотным. Все, второй рулетик у нас готов. Первый ставим. Видите, первый чуть-чуть получается длиннее. Ничего страшного, мы второй рулетик просто вот так растянем, чтобы они были одинаковые. Дальше вот эти концы мы сминаем и просто вот так внахлёст рулеты друг на друга делаем. Потом вот так два рулета скручиваем, затем концы смыкаем и вот так вот просто их фиксируем. Вот такая будущая ачма у нас получается, посмотрите. Далее берем противень, застилаем либо пергаментной бумагой, либо силиконовым ковриком и устанавливаем нашу будущую ачму вот так с краю. Все, таким образом сейчас полностью налеплю все булочки турецкие, так, чтобы заполнить полностью противень. А затем покажу, что делать дальше. Вот такая красотка получается, пока убираю в сторону. Все, друзья, все булочки я уже накрутила. 6 булочек у меня поместилось на один противень. Посмотрите, вот эти малышки вот такие, а вот эти, которые первые крутились, они уже такие прям поднялись. Вот эти малышки тоже должны подняться, поэтому минут 20 мы подождем, пока желтки при помощи вилки вот так взбиваю и добавляю 1 чайную ложку йогурта. И все хорошо перемешиваю.
Вот этой массой мы будем смазывать сверху наши булочки, чтобы они выглядели аппетитно. Булочки тоже вот так прикрываем пакетом, чтобы они не подсохли. И оставляем минут на 20. Все, друзья, прошло у нас 20 минут. Я тут параллельно уже накатала другие жгутики. Сейчас буду тоже формировать булочки. Теперь при помощи кисточки смазываем яичным желтком и йогуртом наши булочки. Ох, посмотрите, какая уже красота получается, да? Кому нравится, ставьте лайк. Безумно нежное тесто. Девчонки и мальчишки, попробуйте обязательно, и вы удивите своих близких. Это настолько нежное тесто. Я даже сама, будучи кулинаром, пробовала различные вариации теста, но вот такое нежное тесто у меня впервые. С ним очень приятно работать. Все, друзья. Яйцом я смазала, а теперь в произвольном порядке просто вот так посыпаем различными топпингами. Тыквенные семечки, кунжутные семечки, подсолнечника семечки. Вот так. По количеству смотрите сами, кому сколько нравится. Очень нежные булочки, обалденно нежные. Ну и последние две булочки посыпаю кунжутом обильно, как мы любим. Вот так. Все, друзья, вот такие 6 красавцев у меня отправляются в заранее разогретую духовку до 180 градусов, минут на 30-40. Смотрите по своей духовке, время приготовления у каждой хозяйки может отличаться. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Безумно нежные булочки. Посмотрите, как они аппетитно выглядят. Я сейчас выпеку вторую и третью партию булочек. У меня очень много получится. Вот, а затем красиво выложу на блюдо и покажу вам еще раз. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Я даже не знаю, как вам показать, чтобы все показать. Вот такое количество у меня получилось. А в итоге 14 булочек, но они довольно-таки большие, увесистые. Ох, посмотрите, еще и убегают с подноса у меня. Вот, сейчас я открою одну булочку и покажу вам, что внутри. Вот эту, не горячую. Смотрите, какой шедевр. Просто аж жалко даже открывать булочку. Вау! Вы только на это посмотрите. Тесто, посмотрите, какое. Ух! Пушиночка. Безумная вкуснятина сегодня ждет нас с Алексеем на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.